Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Мне приятно, что вы со мной. Я рада, что я с вами после вынужденного перерыва. Конечно, не могла оставить недоделанную работу. Вы видели в предыдущем видео, как я нашивала вот эти блоки. Сшивала все скоростным методом, вот такой гирляндой, такими флажками. Остается все получившиеся блоки проутюжить, хотя это делалось в процессе сшивания после нашивания каждой полоски. Так получается аккуратнее. Ну, а затем отутюженные блоки я буду останавливать с помощью вот этого шаблона со сторонами 12 на 12. Обрезанные, оснаровленные блоки я выкладываю по 4 штуки в ряд, не выбирая цветового соотношения, то есть не ориентируясь на цвет, потому что здесь сплошное смешение. Единственное, что я чередую направление полосок. Соединять блоки я буду витражным способом вот этой репсовой ленты. Ширина ее 1,5 сантиметра. Сначала соединю по коротким рядам, можно и по длинным, но мне удобнее так. Я соединила блоки в ряды. Как нашивалась тесьма, вот здесь хорошо видно. Блоки нашивались на тесьму в стык. Следующим шагом будет соединение рядов друг с другом на тесьму, подводя ряды также вплотную друг к другу, то есть в стык. После того, как пришила тесьму на одну полосу, присоединяю следующую и скалываю, соблюдая, чтобы поперечные полоски тесьмы у нас сходились. И вот полотно собрано. Очень хотелось пустить эту заготовку на другое изделие, вдруг пришедшее на ум. Но решила не сворачивать с задуманного, а то, что пришло мне в голову, еще осуществится. Я положила полотно на слой синтепона и подкладку. Подкладка у меня из новой ткани, поэтому я ее замочила в горячей воде и высушила, чтобы в дальнейшем при стирке не дало усадку. Ну, разумеется, это может быть любая бэушная ткань. И сейчас вот эту трехслойную заготовку я простигаю. И, конечно, обязательно скалываем, чтобы слои не смещались. Простежку сделала поперечными строчками по краю тесьмы. Вот так это выглядит с изнанки. Этого будет достаточно, чтобы удержать подкладку и синтепон. Дальше я заготовку осноровила, обрезала лишнее, осталось окантовать. Понятно, что это будет коврик. Коврик для садовой скамейки. Окантовка из той же ткани, что и подкладка, шириной 6 сантиметров, выкраивала по долевой. И сначала я пришью окантовку по длинным сторонам. Бейку пришивала с лицевой стороны, затем, подвернув на изнаночную сторону, сколола и с лицевой стороны прострочила в самый край. И вот так это выглядит с изнанки, то есть можно обойтись без ручной работы. Обычно эту работу делают вручную потайным швом. Затем с короткой стороны пришиваю бейку также, наложив лицом к лицу, подвернув концы вот таким образом и пристрачиваю.
Так, ну и вот так это выглядит. Затем при отворачивании у нас вот этот угол оказывается закрытым. Остается подвернуть и пришить. И точно так же второй угол. По-моему, это самый такой удобный, простой способ обработки края. И вот перед вами готовый коврик. Он получился яркий, пухлявенький. Если вам понравилось, поддержите меня лайками. Кто не подписан, подпишитесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Впереди у нас много новых планов.